Вчера Госдума приняла закон о запрете размещения рекламы у иностранных агентов. Закон еще в силу не вступил, это займет недельку-другую, но он вступит. Это серьезное событие, которое сильно отразится на российском медийном поле и на моем канале. Преодолеть его без вашей помощи будет очень непросто. Поэтому давайте сегодня обо всем этом поговорим. Феномен российских персональных медиа, которые созданы конкретными людьми, журналистами, политиками, путешественниками, блогерами, собирающими миллионы просмотров, это феномен совершенно уникальный. Уникальность его в том, что весь российский адекватный политический и общественный дискурс идет именно через такие медиа. Как это происходит на Западе? Все адекватные дискуссии, от урбанистики до финансирования армии, от работы участкового до обсуждения коррупции при закупке подлодок, все это идет по телевизору и в респектабельной, иногда государственной, иногда частной прессе. В общем, в средствах массовой информации. YouTube же и Instagram воспринимаются на Западе как платформы для развлекательного контента. А если там и есть политика, то обычно из самых крайних частей политического спектра, которые в телевизор не берут. В России же все ровно наоборот. В крупных медиа вещают маргинальные спикеры, представляющие какие-то безумные взгляды. А весь адекватный дискурс ушел в YouTube, где люди создали полноценные телепередачи с таким же качеством продакшена и контента, как на телевидении в демократических странах. Именно поэтому YouTube так активно смотрят. Информация здесь свободна от цензуры, а спикеры не зависят от государства. Юрий Дудь, Илья Варламов, Екатерина Гордеева, Ирина Шихман, Алексей Пивоваров – это все совершенно уникальные истории. Эти люди создали огромные работающие и прибыльные медийные проекты на совершенно выжженном поле. И они всегда финансировались тремя основными способами – монетизацией Ютуба, рекламными интеграциями и пожертвованиями спонсоров. Мой канал и мои ежедневные передачи – явление той же природы. Я начинал канал у себя в гостиной с котом на фоне, а сейчас в месяц на канале работают 34 человека, начиная от тренера речи, чтобы я лучше смотрелся в кадре, и заканчивая режиссером сериала про Вторую мировую войну. Мы большой продакшн, делающий сложные видосы и быструю аналитику происходящих событий. И мы всегда были прибыльными. У нас была понятная рыночная модель существования. Рыночная модель существования сильно отличается от функционирования на государственные деньги. Поэтому наш контент намного эффективнее, наша аудитория намного лояльнее. И у этого есть вполне осязаемый результат. Наши некоммерческие призывы приводят десятки тысяч людей оставлять подписи за кандидатов в президенты. А наши коммерческие рекламы приводят сотни клиентов и дают больший эффект, чем иная реклама на телевидении, стоящая дороже раз в 50. Государству все это очень не нравится. Сегодня в повестке пленарного заседания очень важный законопроект второго чтения. Напомню, что этот законопроект запрещает иностранным агентам оказывать рекламные услуги с использованием своего информационного ресурса, а также о запрете рекламы самого информационного ресурса иностранных агентов. Иностранные агенты, находясь за границей на всякого рода рекламных акциях, получают огромные финансовые возможности. Они исчисляются не десятками, а сотнями миллионов рублей, которые они используют для ведения антироссийской деятельности. Они и так находятся на содержании у Вашингтона, у Брюсселя, Лондона. Даже есть те агенты, которые находятся на довольстве у украинского режима. Поэтому мы видим, что у них общая цель, а цель у них одна – это разрушить нашу страну. Поэтому все потоки, финансовые потоки, которые идут на антироссийскую деятельность, должны быть перекрыты. Собственно, этот законопроект как раз в этом направлении и работает. Он не об инагентах, он о защите суверенитета. Именно из таких точных законопроектов как раз такая защита и формируется. Мы считаем, что такого рода законопроекты должны проходить быстро, поскольку каждый раз, когда мы такие принимаем законы, то это в помощь нашим вооруженным силам, поскольку они борются с врагом на линии соприкосновения, мы должны бороться с врагом здесь, в тылу.
К сожалению, таковые имеются, и наша задача – помочь достижению нашей общей победы в специальной военной операции. Первый успех российского государства в том, чтобы удушить такие проекты, был в 2022 году, когда оно смогло добиться отключения монетизации YouTube для российского контента. Давление на Google было долгим. Давили и на сотрудников лично, и штрафами. Даже специально для них приняли федеральный закон о приземлении иностранных распространителей информации, так, по-моему, назывался. В итоге уже после начала войны Google таки согласился отключить размещение рекламы у себя для российских зрителей. Давление через деньги – эффективный способ борьбы с неугодной информацией. Ведь всех спикеров не арестуешь, на все телеканалы ОМОН не пришлешь. Но если ты запретил монетизацию через YouTube, ты разом отрезал всех от денег. И теперь вместо большого продакшена какие-то маргиналы снимают себя на iPhone. Для нашего канала это было сильным ударом. Компенсировать его нам помогла аудитория, которая подписалась на ежемесячные пожертвования. Многие каналы сократились, но главное, практически перестали появляться новые каналы. Мы начали развивать объектив уже после запрета монетизации из России, и это было очень непросто. Ведь 70% просмотров не приносят средств, на которые можно было бы арендовать студию или оплатить работу авторов. Опять же, помогали пожертвования и до сих пор помогают. Но другие независимые проекты без такой большой базы сторонников со старта открыться так и не смогли. Мы недавно прикидывали, что бы было, работа и монетизация российского контента сегодня. Доходы нашего канала выросли бы почти вдвое. Мы могли бы снимать 2-3 серии про Вторую мировую в месяц только на эти деньги. Но после отключения монетизации каналы выжили. Во многом за счет размещения рекламы. Рекламодатели, несмотря на страх, покупали ее, потому что это очень выгодно. Нынешний закон накладывает довольно вялые ограничения на рекламодателей, но они, тем не менее, все, конечно, испугались. Вчера сразу же закрылся канал «Скажи Гордеевой». И я думаю, это будет не последний канал, который закрывается. Нам выжить тоже будет непросто. Мы посчитали наши потери и обнаружили, что недополучим около $34 тысяч в месяц ежемесячных доходов. И это при хорошем стечении обстоятельств. Прибыль последние месяцы у нас и так была небольшая. Канал работает примерно в ноль, ну, может, чуть-чуть там в плюс. Но даже если вообще отказаться от прибыли, работать только в ноль, даже так нам придется сокращать редакцию примерно на треть. Это значит, что нам придется закрывать сложные проекты и, возможно, выходить через день, а не каждый день. Мы не закроемся, но пострадаем. Тут мне еще вот важно что сказать. Я и моя семья совсем не бедствуем. У нас есть хорошие сбережения и доходы из других источников. Но если из этих наших сбережений и других источников я буду финансировать YouTube-канал, то бедствовать мы начнем очень быстро. Я старался и стараюсь сделать проект так, чтобы он был финансово состоятельным. И мы, конечно, будем так и пытаться продолжать, иначе он будет неустойчивым. Сегодня я и наша команда хотим обратиться к нашей аудитории за поддержкой и призвать подписаться на ежемесячное пожертвование нашему каналу. Мы вряд ли, конечно, сможем компенсировать все потери от рекламы таким образом. И что-то сокращать все же придется. Но, возможно, мы компенсируем часть. Решение о сокращениях мы будем принимать уже по результатам сбора. Мы сделали специальный сайт, где отображается счетчик, куда попадают все новые ежемесячные платежи. Мы выявили, какая сумма у нас будет потерь, и там она и написана. Он обновляется вручную раз в час. Сегодня мы считаем именно ежемесячные платежи. Но если будут разовые, то мы их как бы разделим на 12 и растянем на год и поставим в счетчик. 1/12 от платежа. В комментарии под этим видео мы также будем обновлять раз в час информацию о том, сколько ежемесячных потерь удалось компенсировать. Подписаться на ежемесячное пожертвование можно с любых карт, российские через Boosty, иностранные через Patreon, а также криптовалютой и PayPal. Если вы криптомиллионер, очень богатый человек или представитель организации, которая может пожертвовать много денег на наш канал, пишите в Telegram в описании, там будет менеджер, или прямо мне. Правда, для всех остальных должен сказать, что кто-то подобный очень редко пишет и вряд ли придет в этот раз. В эту игру с российским государством играть нам еще долго. Они будут искать способы заткнуть всю независимую информацию на русском языке и всех, кто против войны и против Путина. А мы будем это обходить и придумывать, как все же продолжать это делать.
Ресурсы наши не равны. Но пока мы вроде справляемся и даже расширяемся. Посмотрим, что будет дальше. До завтра и всем спасибо за помощь.